Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В этом ролике мы предлагаем очередной сборник сериалов, которые рекомендуют наши подписчики. Подборка получилась разнообразной и интересной. Эта идея получила отклик, так что мы и дальше ждем ваши рекомендации, которые войдут в будущие ролики с упоминанием вашего ника. И если ты смотрел что-то из предложенного, обязательно пиши свое мнение по этому поводу в комментарии. Ну а мы поехали! А начнем мы с 4 40-летних приятелей Кевина, Бакса, Рика и Вуди, которые отправились в Беверли-Хиллз, чтобы навестить старого школьного товарища. Этот пятый – гостеприимный Алви, неприлично богатейший друг детства. Многие из нас могут только представлять, как могут сочетаться Майорка, жаркое лето, шикарная вилла и неограниченное количество денег на развлечения. Как будут вести себя большие мальчики, когда рядом нет их девочек? Приятные полуночные беседы за игрой в шахматы? Или отрыв во все тяжкие на острове удовольствий? А мертвого козла в бассейн не желаете? «Бешеные псы» – сериал в жанре черного юмора. Это частичный ремейк британского одноименного сериала. Многие актеры до этого снимались только в эпизодических ролях. Среди всех выделяются Бен Чаплин, прекрасно сыгравший в дуэте с Николь Кидман в фильме «Именинница», Майкл Империоли, которого любители гангстерских саг видели в роли Кристофера Молтисанти в криминальной драме HBO «Клан Сопрано», и Стив Зан, разноплановый актер, запомнившийся ролью Марка Мосбахера в первом сезоне сериала HBO «Белый лотос». Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником Эвси, что в переводе с греческого означает «вкус». Архитектор Фабиан и его жена Лила испытывают кризис в отношениях. И только благодаря 4-летней дочери Мойре удается сохранить брак. Но приходит день, когда девочка и ее няня Сесилия бесследно исчезают. На их поиски полиция бросает все силы, что, к сожалению, к положительному результату не приводит. Девочка и няня словно испарились. И тут на помощь приходит частный детектив Сезар Доберти, который находит первую зацепку в этом запутанном деле. «Бронзовый сад» – сериал в жанре детективного триллера. Это совместная работа аргентинских и голливудских кинематографистов. В проекте задействована актерская команда, состоящая в основном из аргентинцев и других латинос, чьи имена нам практически неизвестны. И все же получилась очень интересная динамичная история с неожиданным сюжетом, от которой невозможно оторваться. Рейтинг сериала на IMDb составляет 7,6 балла. Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником Иван Карманов. Первый сезон этого невероятно увлекательного сериала начинается с того, что лорд Малва, преступник и социопат, появляется в провинциальном городке штата Миннесота. Случайная встреча с неудачником Лестером запускает трагическую череду жестоких убийств. К расследованию приступают местные полицейские, привыкшие к тихой провинциальной жизни. «Фарго» – сериал-антология в жанре черной трагикомедии. Создатели проекта вдохновились одноименным культовым фильмом «Братьев Коэн» 1996 года. Главные роли в первом сезоне исполнили оскароносный Билли Боб Торнтон, хоббит из Шира Мартин Фриман и Колин Хэнкс, обладатель премии «Молодой Голливуд». По итогам показа «Фарго» был отмечен премией Эмми как лучший мини-сериал, а также был награжден за лучшую режиссуру и подбор актеров. Это дало старт продолжению, и сегодня мы имеем уже 5 сезонов этого невероятно стильного сериала. На сайте IMDb проект имеет космический рейтинг в 8,9 балла. Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником Клэр Розен. В центре сюжета семья Маклакски, проживающая в провинциальном городке. Они зарабатывают тем, что ведут тюремный бизнес. Но все меняется с момента появления в городе русского криминального авторитета. Разгорается война между криминальными группировками за контроль торговли наркотиками. Майкл Маклакски пытается положить конец безумию, но кажется, ситуация вышла из-под контроля. «Мэр Кингстауна» – криминальный триллер, стартовавший в ноябре 2021 года. Титульную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер. Многие помнят его яркую роль в фильме «Повелитель бури», снятый Кэтрин Биглоу, бывшей женой Джеймса Кэмерона. Кстати, этот фильм обскакал на «Оскаре» «Аватар» Кэмерона, забрав статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру. Вот такие они, бывшие жены. Также в сериале мы увидим и Дайан Уист. Ее потрясающие роли в фильмах «Ханна и ее сестры» и «Пули над Бродвеем» были отмечены «Оскаром». Сериал рекомендован нашими подписчиками под никами Денис и Майкл. Действие этого сериала разворачивается за 6 лет до событий, показанных в сериале «Во все тяжкие». Джимми МакГилл не так давно промышлял мошенничеством, но проблемы заставили его сменить род деятельности. Он удаленно прошел обучение и получил диплом юриста, надеясь, что брат выделит ему местечко в конторе. Но не срослось. И тогда Джимми начинает продавать телефоны бандитам и снимать рекламные ролики, в которых начал называть себя Солом Гудманом. «Лучше звоните Солу» – криминально-драматический сериал.
Как вы уже догадались, он является спин-оффом и приквелом мегапопулярного сериала «Во все тяжкие». Но спешу остановить тех, кто ждет такой же драйв и напряжение, как в «Исходнике». «Лучше звоните Солу» — это размеренная, добротная драма, имеющая другой темпоритм и иные цели и акценты. Роль Сола Гудмана блестяще повторил Боб Оденкерк. Эти два проекта возвели его в ранг первоклассных звезд Голливуда. Мне осталось лишь добавить, что на сайте IMDb проект имеет невероятный рейтинг в 9 баллов. Сериал рекомендован нашим подписчикам под ником Анастасия Морева. Жизнь в провинциальном городке тихая и размеренная. Но среди жителей есть те, кто не согласен с велотекущим ходом событий. Таковыми являются 4 подруги: идеальная хозяйка Бри, рассеянная и неуклюжая Сьюзан, модница и эгоистка Габриэль, а также многодетная мать Линнет. Самоубийство Мэри повергает подруг в шок, ведь они хорошо ее знали. За пестрыми цветниками и ухоженными газонами, за улыбчивыми лицами и аккуратными фасадами домов скрыто множество тайн, о которых не принято говорить. Но отчаянные домохозяйки полны решимости докопаться до правды. «Отчаянные домохозяйки» – трагикомедийный сериал. Проект возглавила великолепная пятерка: Терри Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория и Бренда Стронг. Проект был удостоен 3 премий «Золотой глобус». В 2007 году шоу было признано самым успешным телесериалом в мире. Рейтинг сериала на сегодня составляет 7,6 балла. Сериал рекомендован нашими подписчиками под никами Наталья и Терра Инкогнита. Если говорить о самых популярных сериалах Netflix, нельзя не вспомнить «Очень странные дела». 4-й сезон, который вышел в 2022 году, установил абсолютный рекорд на платформе по просмотрам в разных странах мира. Много говорить о сериале не хочется, уверен, что вы слышали о нем. Тот случай, когда подростковое кино интересно смотреть даже взрослому. Эмоции и трудности героев переживаешь как свои. С каждым сезоном герои взрослеют, а сюжет обрастает более взрослыми темами. Из главных достоинств сериала – отличная актерская игра, идеальная операторская работа, атмосфера 80-х передана превосходно, ну и, конечно же, интригующий сюжет. Во время просмотра зрители знакомятся с американским городком в штате Индиана. В секретной лаборатории города ставили эксперименты на детях и развивали у них сверхъестественные возможности. Главной героиней сериала является юная 11, обладающая телекинезом, но были и другие дети с другими возможностями. Сериал рекомендован нашими подписчиками под никами Клэра Зен и Иван Иванов. Первый герой этой истории – Джон, бывший солдат спецназа и оперативник ЦРУ. Он живет бродягой в Нью-Йорке и числится погибшим. Второй герой – программист и хакер Гарольд, сколотивший на этом миллиарды. Компьютерный гений в одиночку создал систему искусственного интеллекта, способную отслеживать все электронные коммуникации. Эти, казалось бы, два совершенно разных человека объединяются против одной из самых мощных организаций – Центрального разведывательного управления. В поле зрения – фантастическая криминальная драма. Сериал был создан Джонатаном Ноланом, братом культового режиссера Кристофера Нолана. В сериале сильный актерский состав, лидером которого выступил главный мессия современного экрана Джимми Кевизел. Все мы помним его знаковую роль в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». На сайте IMDb проект имеет фантастический рейтинг в 8,5 балла. Сериал рекомендован нашими подписчиками под никами Виталий и Ночной Призрак. На сегодня у меня все. Если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментариях. И главное, обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока-пока, услышимся!